Если идти по сухой земле Каппадокии, ничто не обязано выдать город под ногами. На поверхности видны мягкие холмы, каменные конусы, виноградники, деревни и дороги между Невшехиром, Деренкую и Каймаклы. Но стоит спуститься в узкий проход, и привычная география ломается. Дом превращается в шахту, двор в коридор, а земля — в многоэтажную систему комнат, складов, вентиляционных стволов и каменных дверей. Самое сильное здесь не темнота, а ощущение, что целый мир был заранее спрятан под обычной поверхностью. Деренкую и Каймаклы часто называют подземными городами, но это слово легко обмануть. Мы представляем улицы, площади и постоянную жизнь, только перенесенную вниз. На деле перед нами сложнее и честнее. Сеть убежищ, хозяйственных помещений, переходов, вентиляции и оборонительных решений, созданная для мира, где поверхность могла внезапно стать смертельно опасной. Эти пространства не были капризом. Они были ответом на конкретный опыт. Война, набег, религиозная угроза, политическая нестабильность, страх потерять людей и запасы. Почему жители Каппадокии не ограничились погребами и простыми пещерами? Почему они вырезали в туфе не одну комнату, а целую систему, где можно было дышать, хранить зерно, держать животных, молиться, закрывать проходы и ждать? Вопрос не только в том, как это сделали технически. Вопрос в том, какое общество считает разумным иметь второй, скрытый план жизни под землей. На поверхности Каппадокия кажется открытой. Свет режет долины, ветер обтачивает мягкую породу. Скальные башни стоят, как застывшие волны. Но под этой красотой находится другой пейзаж, почти противоположный. Узкий, глухой, дисциплинированный. Там нет горизонта и почти нет случайности. Коридоры заставляют идти по одному. Каменные двери превращают движение в контроль. Вентиляционные шахты напоминают, что даже воздух должен быть организован. Эта история начинается не с легенды о невозможной цивилизации. Она начинается с очень человеческого решения. Если опасность приходит сверху, нужно научиться жить ниже. И чем глубже мы спускаемся в подземный мир Каппадокии, тем яснее становится, что он скрывает не тайну ради тайны, а архитектуру страха, выживания и коллективной памяти. Есть еще одна причина, почему эта тема цепляет именно сегодня. Мы живем в мире, где слово «безопасность» снова перестало быть абстракцией. Люди строят убежища, продумывают запасы, обсуждают воду, энергию, маршруты и связь. Каппадокия показывает древнюю версию той же тревоги, только высеченную не в бетоне, а в мягком вулканическом камне. Каппадокия находится в Центральной Анатолии, на плато, которое формировали древние вулканические извержения и долгая эрозия. Местный туф достаточно мягок, чтобы его можно было резать инструментом, но после выветривания и правильного распределения нагрузок он способен держать своды, стены и вертикальные шахты. Именно эта геология дала человеку редкую возможность строить не вверх, а внутрь земли. В другом регионе та же идея могла бы остаться мечтой, потому что камень был бы слишком твердым, слишком влажным или слишком нестабильным. Подземная архитектура Каппадокии невозможна без поверхности. Скальные церкви, долины Гюреме, жилые помещения в мягких породах, хозяйственные ниши, монашеские пространства и деревенские дома показывают одну и ту же привычку. Человек здесь давно работал с камнем, как с материалом жилья. Подземные города не возникли из пустоты. Они продолжили логику региона, где скала не только преграда, но и строительный ресурс. ЮНЕСКО включает Каймаклы и Деренкую в более широкий объект Гюреме и скальных памятников Каппадокии. В описаниях подчеркиваются не только природные формы, но и человеческие следы – жилища, троглодитские поселения, подземные города, скальные святилища и традиции использования пространства, уходящие в позднеантичный и византийский контекст. Это важно. Речь не об отдельной странной яме, а о целой культурной среде, где подземное и скальное жилье стало частью исторического ландшафта.
Инженерные исследования таких комплексов обращают внимание на свойства пирокластических пород, устойчивость вырубленных камер, влажность, вентиляцию и долговременное сохранение. Подземный город нельзя просто вырубить и забыть. Его нужно понимать как систему, где проходит воздух, где накапливается влага, какие стены держат нагрузку, какие коридоры расширены, какие участки опасны, где человек мог находиться долго, а где только проходить. Поэтому подземная Каппадокия стоит на пересечении трех сил. Первая сила – геологическая, мягкий, но работоспособный туф. Вторая – историческая, регион, через который проходили армии, власти, общины и религиозные конфликты. Третья – социальная, способность людей организоваться так, чтобы общий запас, общий воздух и общая оборона стали важнее отдельного дома. Эта связка делает тему особенно ценной для документального разбора. Если убрать геологию, подземные города превращаются в сказку о таинственных строителях. Если убрать историю, они становятся просто необычной туристической локацией. Если убрать общество, мы видим тоннели, но не понимаем, почему люди вообще согласились жить по правилам настолько тесного и зависимого пространства. Главная ошибка в популярных рассказах о Деренкую начинается с цифры. Зрители обещают город на тысячи людей, и воображение сразу рисует постоянную столицу под землей. Улицы, рынки, школы, жизнь без солнца. Но археологически осторожнее говорить о системе убежища и временного проживания, которая могла принимать большие группы во время угрозы. Это не делает место менее впечатляющим. Наоборот, оно становится более понятным и более тревожным. Внутри Деренкую заметны уровни, соединенные коридорами, помещения для хранения, места для животных, винодельческие и хозяйственные зоны, колодцы и вентиляционные стволы. Узкие проходы можно было контролировать, а массивные круглые каменные двери перекрывали движение изнутри. Архитектура здесь не украшает власть и не демонстрирует роскошь. Она замедляет врага, распределяет людей, сохраняет ресурсы и превращает хаос бегства в управляемый порядок. Самое важное в этих городах не глубина и не легендарная вместимость, а логика. Каждый проход, ствол и каменная дверь отвечают на один вопрос: как пережить опасность, если нельзя доверять поверхности? В обычной крепости защита смотрит наружу: стены, башни, ворота, ров. В Каппадокии защита поворачивается внутрь. Она не столько показывает силу, сколько скрывает уязвимость. Круглые каменные двери особенно хорошо раскрывают эту идею. Они не похожи на парадные ворота. Это тяжелые диски, которые можно было перекатывать в проходе и запирать путь изнутри. Их смысл не в красоте, а в простом физическом факте. Узкий коридор превращается в контролируемую точку, где небольшая группа может остановить движение большой опасности. Такая дверь говорит о мире, где спасает не открытая битва, а задержка, тишина и знание своего пространства. Деренкую и Каймаклы не следует воспринимать как одинаковые копии. Деренкую производит впечатление глубины и вертикальности. Каймаклы ощущается более разветвленным и горизонтальным. Эти различия показывают, что речь не о едином шаблоне, а об адаптации к конкретному месту, породе, историческим фазам расширения и потребностям общины. Подземный город был не разовым проектом одного архитектора, а, вероятно, результатом долгой работы поколений. Именно поэтому осторожность важнее красивой легенды. Мы не обязаны знать имя первого человека, который расширил комнату под домом или прорезал новый проход. Для истории важнее другое. Однажды локальное решение стало культурной привычкой. Простая выемка в камне превратилась в сеть. Сеть превратилась в систему, а система стала частью способа выживания. Вентиляция была ключом. Под землей нельзя просто спрятаться и ждать. Нужен воздух. Нужно отводить дым от ламп и очагов. Нужно сохранять пригодную температуру и влажность. Нужно не превращать убежище в ловушку. Вертикальные шахты связывали глубину с поверхностью, а камеры и коридоры работали как часть единой среды.
Чем больше людей и животных внутри, тем важнее становится невидимая инженерия воздуха. Именно поэтому рассказы о подземных городах должны начинаться не с восторга, а с бытовых вопросов. Где лежало зерно? Где стояли животные? Где находилась вода? Как двигались люди, если проходы узкие? Что происходило с дымом? Кто следил за дверями? Как долго можно было оставаться внутри? Ответы не всегда точны, но сами вопросы возвращают нас от мифа к реальности. В реальности выживание состоит не из чудес, а из множества скучных, точных решений. Чем внимательнее смотришь на эти помещения, тем меньше они похожи на загадку ради загадки. Они похожи на ответ общества, которое заранее проигрывало катастрофу и строило под нее план. В этом плане есть место для семьи, скота, зерна, воды, молитвы, наблюдения и обороны. И все это должно работать в условиях тесноты, темноты и страха. Геология объясняет, почему такой план был возможен именно здесь. Мягкий туф позволял расширять помещения, делать ниши, углублять коридоры и связывать уровни. Но мягкость не означает простоту. Неверно вырубленная камера могла обрушиться. Неправильная влажность могла разрушать поверхность. Плохая вентиляция могла сделать пространство непригодным. Подземная архитектура требовала не магии, а практического знания материала. Научный интерес к Деренкую и Каймаклы поэтому не сводится к вопросу, сколько людей там помещалось. Исследователям важны механика породы, следы использования, сохранность стен, микроклимат, поздние перестройки, доступность воды и связь подземных зон с поселениями на поверхности. Чем больше вопросов, тем осторожнее вывод. Но именно осторожность делает эту историю сильной. Подземные города Каппадокии не нуждаются в преувеличении, чтобы поражать. Даже если часть помещений меняла назначение со временем, это не ослабляет сюжет. Наоборот, такая многослойность делает его живым. Одни камеры могли быть хозяйственными, другие – оборонительными, третьи – связанными с молитвой или временным укрытием. Подземный город не был статичной схемой. Он был инструментом, который община могла приспосабливать к новым угрозам и новым обстоятельствам. На поверхности Каппадокия веками была перекрестком. Через Анатолию проходили армии, торговые пути, переселения, религиозные конфликты и политические смены. Люди, жившие здесь, не могли остановить большую историю, но могли подготовить пространство, где семья, зерно, животные, вода и вера переживут самый опасный момент. Подземный город был способом сказать: если внешний мир рушится, внутренний порядок должен продержаться. В обычной крепости оборона строится вокруг видимости. Враг видит стены, ворота, башни, гарнизон. Сила заявляет о себе заранее. В подземной Каппадокии сила другая. Она спрятана. Ее трудно оценить снаружи. Она зависит от знания проходов, запасов, тайных входов, внутренних дверей и способности людей быстро исчезнуть с поверхности. Это не архитектура победы, это архитектура пережидания. Подземные комнаты не были только военным сооружением. Там могли хранить продукты, прятать скот, давить виноград, проводить молитву, распределять людей по узким зонам и сохранять хозяйственный ритм. В этом смысле подземный город был сжатой моделью общества. Дом, склад, храм, коридор, воздух и дверь. Все лишнее исчезает. Остается только то, без чего община не переживет угрозу. Представьте не строителей чудес и не мифических мастеров, а жителей, которые знали цену зерну, воде и тишине. Их инженерия начиналась не с желания удивить будущих туристов, а с необходимости не потерять детей, урожай, животных и соседей. В этом есть особая человеческая тяжесть. Подземный город выглядит как камень, но на самом деле он говорит о страхе за живых. Такой взгляд меняет тон истории. Мы перестаем спрашивать, насколько невозможной была эта система, и начинаем спрашивать, насколько тяжелой должна была быть память угрозы.
Если поколение за поколением люди расширяли подземные помещения, значит, сама идея убежища была встроена в их представление о нормальной жизни. Нормальной не потому, что опасность приходила каждый день, а потому, что она могла прийти внезапно. В этом подземные города похожи не на памятник одной катастрофе, а на страховой механизм культуры. Они могли стоять пустыми долгое время, использоваться частично, расширяться постепенно, забываться и открываться заново. Но сама возможность спуска оставалась важной. Пока вход существует, общество хранит не только проход в камень, но и память о том, зачем он нужен. Именно поэтому вопрос «кто это построил?» менее интересен, чем вопрос «какой страх сделал такую архитектуру разумной?». Подземная Каппадокия не требует фантастических объяснений. Наоборот, ее сила в том, что она слишком человеческая. Люди вырезали запасной мир там, где камень позволял это сделать, потому что поверхность не всегда была пространством безопасности. Религия тоже меняет смысл подземного пространства. В скальной Каппадокии христианские общины оставили церкви, росписи и монашеские следы. В подземных комплексах молитвенное помещение или простая ниша не обязательно доказывает постоянную монастырскую жизнь, но показывает, что выживание понималось не только как тело, воздух и еда. В опасности человеку нужен порядок смысла, нужна фраза, жест, молитва, общая уверенность, что ожидание не является распадом. Под землей исчезает горизонт. Нет привычного неба, нет дальнего вида, нет площади, где власть демонстрирует себя. Остается другое – доверие к тем, кто знает проходы, к тем, кто закрывает дверь, к тем, кто следит за воздухом, и к тем, кто удерживает спокойствие. Подземный город превращает общество в механизм, где ошибка одного человека может стоить слишком дорого. Но в этой дисциплине есть не только страх, есть надежда. Никто не строит сложное убежище, если не верит, что после угрозы можно выйти обратно. Подземная архитектура Каппадокии говорит не о желании навсегда исчезнуть, а о желании пережить время, когда исчезнуть нужно временно. Это важное отличие. Подземный город не заменяет поверхность. Он сохраняет шанс вернуться на нее. Поэтому Каппадокия заставляет думать о цивилизации иначе. Мы привыкли измерять ее высотой башен, шириной дорог, блеском дворцов. Здесь все наоборот. Цивилизация измеряется способностью прятать зерно, распределять воздух, закрывать проход и ждать. Не самый эффектный критерий, но, возможно, один из самых честных. В этом смысле подземный город не унижает человека тем, что заставляет его прятаться. Он показывает другую форму силы. Не силу наступления, а силу сохранения. Не власть над чужой землей, а власть над собственной паникой. Не громкую победу, а тихую способность пережить ночь, неделю или сезон, когда наверху нельзя оставаться. Современный исследователь видит в Деринкую и Каймаклы сразу несколько слоев. Геолог видит туф, трещины, устойчивость массива и следы выветривания. Инженер видит шахты, нагрузки, влажность и вентиляцию. Археолог видит следы использования, расширения, хозяйственных зон и обороны. Историк видит регион, где безопасная поверхность не была гарантией. Каждый слой не полон сам по себе, но вместе они дают более честную картину. Именно поэтому хороший документальный рассказ должен отказаться от двух крайностей. Первая крайность – превратить подземные города в мистическую сенсацию и заменить сложную историю громким вопросом без ответа. Вторая крайность – сухо перечислить помещения и потерять человеческий смысл. Каппадокия требует другого тона. Нужно видеть и камень, и страх, и вентиляционную шахту, и семью, которая могла ждать рядом с запасами. Подземный мир Каппадокии скрывает не тайную империю, а более тревожную вещь. Опыт общества, которое знало, что нормальная жизнь может оборваться, и заранее строило вторую. Эта вторая жизнь была теснее, темнее и беднее поверхности.
но она могла сохранить главное – людей, пищу, воду, веру и память о порядке. Деренкую и Каймаклы сегодня стали туристическими объектами, но это не отменяет их тяжелого происхождения. Турист идет по освещенному маршруту, знает, где выход, и смотрит на коридор, как на достопримечательность. Человек прошлого мог идти туда без уверенности, когда можно будет вернуться. Это различие нельзя забывать. Один спуск любопытен, другой спуск спасает жизнь. Поэтому самые важные кадры этой истории не обязательно самые грандиозные. Это может быть темная шахта, где воздух связывает глубину с небом. Каменная дверь, которая закрывается не наружу, а внутрь. Простая кладовая, где зерно важнее золота. Узкий проход, где власть принадлежит не сильнейшему, а тому, кто знает путь. В этих деталях и находится настоящая тайна Каппадокии. И если выпуск должен оставить зрителя с одним ощущением, это ощущение должно быть не «нам что-то скрывают», а «люди умели думать о выживании глубже, чем кажется». Подземная Каппадокия не нуждается в конспирологии. Ее достаточно рассмотреть внимательно. В камне, в воздухе, в запасах, в дверях и в том молчаливом договоре, без которого никто не выживает под землей. Когда турист сегодня проходит по низкому коридору Деренкую, он часто думает о размере. Сколько уровней, сколько людей, насколько глубоко. Но настоящий масштаб там не в метрах. Он в решении уйти под землю не как в могилу, а как во временное продолжение жизни. Это решение требует не только труда, но и воображения. Нужно представить угрозу до того, как она пришла, и подготовить для нее пространство. Поверхность Каппадокии прекрасна. Свет, долины, каменные башни, открытое небо. Но под ней лежит другой пейзаж, созданный не для красоты. Это пейзаж тревоги, дисциплины и надежды. В нем страх стал планировкой, воздух стал инженерной задачей, а каменная дверь стала границей между паникой и порядком. Чем дольше смотришь на эти коридоры, тем меньше хочется называть их просто пещерами. Подземный город показывает, что цивилизация проявляется не только в том, что она выставляет наружу. Иногда самое важное – она прячет. Не потому, что стыдится, а потому, что хочет выжить. Подземная Каппадокия была таким спрятанным усилием, не памятником победы, а инструментом продолжения. Она не обещала бессмертия, она давала время. И в этом главный поворот истории. Мы ищем в Деренкую и Каймаклы тайну прошлого, а находим зеркало человеческого поведения. Когда мир становится опасным, люди не всегда бегут как можно дальше. Иногда они уходят ниже, ближе друг к другу, в пространство, где каждый вдох зависит от общей системы. Там страх перестает быть только чувством. Он становится архитектурой. Философский финал этой истории прост. Когда поверхность становится опасной, цивилизация иногда не исчезает. Она уходит вниз, учится дышать в темноте и превращает страх в форму, которую можно пройти рукой по холодной стене. И, возможно, поэтому Деренкую и Каймаклы так трудно забыть. Они не просто показывают, на что способен человек с инструментом и мягким камнем. Они напоминают, что у каждой цивилизации есть видимая сторона и скрытая. Видимая строит дома под солнцем. Скрытая заранее спрашивает, что мы будем делать, если солнце на время станет недоступным.